Хочется ругаться. Власть должна смениться. На мою жизнь хватит. Правительство найдет для этого решение. Все решат и все сделают. Будем покупать в Саудовской Аравии. Можно материться. Мы умрем. Экспансия промышленности. Мы Россия. Что будет с Россией, когда у нее закончится нефть и газ? Надеюсь, что к этому времени мы уже сможем развить какие-то высокотехнологичные отрасли все-таки. Ну, вроде нефти должны хватить еще лет на 100, я надеюсь. На мою жизнь хватит. Я думаю, что мы в конце концов перейдем на электроэнергию. Ну, в смысле, на безопасную энергию. Как вы думаете, можем ли мы перейти на безопасную энергию, если мы мусор не научились сортировать? Ну, может, мы научимся уже в конце концов когда-нибудь. А как думаете, что для этого должно произойти? Вот, чтобы мы... Ой, много чего. Систематично все должно произойти. Система должна измениться. Вот. Ну, все равно еще надежда пока есть. Вы такие вопросы задаете, я не готова на них ответить. Никогда не закончится. Мы будем всегда жить хорошо. Я так не думаю, я не готова. Это политика, я на них не отвечаю, да, эти вопросы. Никогда не закончится, и все будет хорошо. Уверены? Конечно, мы Россия. Хорошо все будет. Чего будет хорошего? Где будем деньги брать? Найдет государство. Где? Ой, девушка, не знаю. Как же нам жить-то всем дальше? Вот что делать? Все нормально будет, у нас правители все решат и все сделают. А сколько ждать еще? Вот Путин недавно сказал, что надо 10 лет подождать, чтобы мы хорошо жили. А вот 20 лет ждем, 10 еще немного? Нет, немного, все нормально будет. Я думаю, к этому времени изобретут какие-то технологии, другое топливо получится. А есть у нас тенденции в России, чтобы как-то вот новым технологиям, в науку? Нет, но я думаю, изобретут Запад или Соединенные Штаты. А мы, я думаю, купим эти технологии. А как вы думаете, удастся ли нам отношения наладить с Западом, Соединенными Штатами? Ну, пока такая власть нет. Власть должна смениться. Мне кажется, у России сейчас вообще самые большие залежи газа, поэтому еще намного хватит. Но с нефтью не знаю. Будем покупать в Саудовской Аравии. Не, без комментариев. А на что будем покупать, если у нас, по сути, единственный источник дохода – это нефть и газ, который мы продаем? Ну, не знаю, еще много полезных ресурсов. Там вроде уран добывается. Топливо для ракет, которые только у России, кстати, закупают все страны. Не закончится. Уверены? Много резервов. Думаете, навсегда у нас будет нефть? А что будет с Россией, когда нам будет некуда продавать нефть и Газ газ? восстанавливается постоянно. Хорошо. А что будет с Россией, когда нам будет некуда продавать нефть и газ? Будем сами себе продавать. Где денег возьмем, чтобы покупать? Надо восстанавливать экономику. Как вы думаете, вот 20 лет у нас власть, не особо восстановили экономику. Будут ли они это в дальнейшем делать? Текущая власть. Есть сомнения, но хочется в это верить. В тот момент Россия это будет уже весь мир. Согласна с этим? Да все нормально будет. Я думаю, будем жить, как и жили, просто пользуясь другими способами выживания. Какими? А где будем брать деньги? Сельхозпродукция. Пока есть руки и стоит город, я думаю, работа найдется любая всегда. Что будет с Россией, когда у нее закончится нефть и газ? Вы знаете, в любом случае надо думать о последствиях происходящего сейчас. Больше, но ничего хорошего. Потому что экономика у нас завязана полностью именно на углеводороде. Путин не заканчивался. А нефть и газ все равно. Только нет, все будет. Нас не будет, наших детей не будет, а это все будет. У нас же только 10% недр, которые мы можем брать, а которые хранятся у нас. Почему и хотят некоторые определенные президенты поиметь там кусочек другой? Что им Канады не хватает? Отдала Екатерина, ну отдала, и ладно, какие проблемы-то? Никогда не закончится, у нас всегда он будет. И нефть, и газ. Ресурсы, они рано или поздно истощаются. Вы знаете,
Я хочу сказать, поскольку мы с вами живем на земле, Бог этого не допустит, чтобы на земле не было ни газа, ни нефти. Раз Он нас поселил здесь, значит, Он обеспечит нас всем необходимым, в том числе и газом, и нефтью. Поэтому мы надеемся на то, что Бог нас не оставит. Здравствуйте. Мы надеемся, что он не закончится. Все-таки закончится. И продавать ее будет некому. Что будем делать, где деньги брать? Ну, я вам сейчас не могу сказать ответа, потому что я не экономист. А как думаете, что делать простым гражданам? Хочется ругаться, Всем хочется ругаться. потому что жить становится все тяжелее и тяжелее. Заработки меньше и меньше. Не закончится никогда. Даже если и закончится, русский народ победит. Только 10% да, понимаете? Владимир Владимирович правильно делает. Все будет хорошо. Вовремя останавливаться. У нее не закончится. Не знаем. Не имеем понятия. А задумывались о будущем, о том, как оно будет, что будет? Ну, задумывались, но от нас это не зависит. Как пойдет, так пойдет. Ну, скажем так, ближайшие десятки лет этого не произойдет. Ну, скажем так что, думаю, пока мы живы, пока мы доживем до конца своих жизней, у нас будет все нормально. А дальше можно не беспокоиться, так как, думаю, наше правительство найдет для этого решение. Как думаете? На данный момент Россия находится в стабильном экономическом положении. Так или иначе, другие страны все накладывают на нас санкции. Это, конечно, плохо, но, с другой стороны, они делают хуже и самим себе. Так или иначе, я думаю, Россия оттолкнется назад в развитии. Но если наше правительство приложит к этому какие-то меры, все может быть не так уж и плохо. Не знаю, обанкротится. Ничего не будет происходить. Ничего интересного, ничего хорошего? Ну да. Ну, надо, чтобы производило что-нибудь. Вот все, там, не знаю, в Европе производят, в Германии производят много всего, а Россия ничего не производит. Благо будет. Чем будет Россия заниматься? Вот нефти, газа нет, соответственно, бюджет нет. Будет ли она? Вы знаете, у нас есть что продавать, есть что экспортировать. Посмотрите, хватит старыми сказками кормиться. Все говорили, что Россия бензоколонка, а от нее, оказывается, все в мире зависит. Причем не от бензоколонки, а и в технологическом плане, и в плане зерна, и всего. Не надо лежать на печи и рассказывать сказки друг другу. Ну, не закончится какую-то перспективу. Но до какого-то момента нам нужно это все как-то реализовать. И все. Нужно реализовать наши ресурсы. И все. Но явно никуда не денется. Это нефть или Россия? Россия. Люди-то никуда не денутся. Но будет плохо, если закончится. Если в России закончится нефть и газ, я думаю, что процветать будет. Каким образом? Значит, придумают что-то другое. Я не знаю, если закончится нефть и газ. Ну, с нашим правительством будет все хорошо, я считаю. Путин придумает, что нужно делать. Вы посмотрите на Саудовскую Аравию, посмотрите на другие нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие страны. Весь свой капитал, который они получают от нефти, они вкладывают в другие отрасли экономики. Ну, наш народ, он не глупый, поймет же это. И тоже потихоньку начнет развивать другие отрасли. Вы это сейчас видите, мы отказались от болонской системы образования, возвращаемся к советским стандартам. Это и повышение уровня грамотности населения, его ума. И там как и закон более, так или иначе, пусть хоть с противоречиями, но лицом к народу идет. Никогда не закончится. У нас богатая Россия страна. Я думаю, что никогда не закончится. Он не закончится. Уверены? Да. Мы умрем. Все. Все. Что будет с Россией, когда у нее закончится нефть и газ? Понять не имею. Я думаю, они не закончатся в ближайшее время. А в далеком будущем? Скорее всего, перейдем на аграрное производство. Может, к тому времени начнется экспансия промышленности. И я думаю, что намного лучше станет. Как вы думаете, кто эту экспансию начнет? Потому что вот у нас 20 лет власть одна и та же, и вроде ничего не начинается пока. Люди сами начнут, потому что начнется адаптация
к тем условиям, которые будут к этому времени. Дело в том, что Россия очень расплывчатое понятие, и то, кто сейчас правит Россией, это, грубо говоря, в общем, мне кажется, слезы. Вот. И все то, что сейчас они затеяли, эти твари, это, конечно, во вред России. Насчет нефти и газа у нас еще много всего. И вольфрам какой-то, и дерево, если вообще мы могли бы не работать, и где-никак наподобие каких-нибудь Эмиратов жить себе припевающе. Что будет с Россией, вот если у нее все-таки нефть и газ не закончатся, но продавать ее будет некому, никто не будет ее покупать у нас? Да нет, тут зависит от того, кто будет рулить. Дело в том, что сейчас сценарии, как говорится, сворачиваются очень такие, но негативные. То есть, например, вот того же самого теперешнее правительство, оно не выполняет интересы народа, но оно и губительно для тех поганцев, которые вокруг него. Значит, возможен государственный переворот. После этого, например, в Москве там какие-нибудь объявят, что вот мы в целях, значит, народа и в интересах правды взяли власть в свои руки на переходный период. Тогда на Урале другие поганцы скажут: мы вас в гробу видали, и мы поэтому, значит, вам не подчиняемся. С Россией можно материться? Ей Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусорить, целовать.